Всем привет! Многие фирмы выпускают тактические ножи, но лишь некоторые из них отдельно подчеркивают, что вот есть тактические ножи, а есть их тактические ножи, которые являются настоящими инструментами для профессионалов. Вот у фирмы CRKT некоторые из моделей складных ножей приходят вот в такой непривычной черной упаковочке, на которой написано для тех, кто служит, для профессионального использования. На торце можно прочитать Special Forces, то есть спецназ. И мне кажется, что такие заявления ко многому обязывают, и безусловно такие ножи обязаны попасть на hard-use тестирование. Кроме того, мне еще очень сильно понравился вот этот момент. Самый безопасный складной нож на планете. Вот так вот. Довольно неожиданно, потому что, несмотря на то, что этот нож имеет систему автолаукс, все-таки это лайнер-лок. И посмотрим, насколько лайнер-лок может быть самым безопасным замком. В общем, очень страшный, злой складной нож с громким названием. И посмотрим, что он нам покажет. Нож этот называется CRKT M16 14 SFG. Острота из коробки. Серейтором элементарно. Мне также отдельно будет интересно посмотреть, как поведут себя вот эти вот серейторы WEFA в такой жесткой работе, потому что эти серейторы, они очень злые и острые, но они очень тонко сведены. Начинаем с кабеля. Серейтор режет отлично. Дальше открываем баночку. Серейтор входил очень хорошо, очень помогал в прорезании, когда нож входил внутрь, но вытаскивать было очень-очень тяжело. Но по всем остальном можно видеть, на покрытии остались какие-то небольшие отметины, оно может быть немножко подстерлось, но очень равномерно, без проблем. Серейтор, да, серейтору досталось. Начались такие скольчики, замины. А вот режущая кромка в полном порядке. И я не вижу здесь никаких проблем. Давайте на всякий случай посмотрим паракорд. Да, прорезает, естественно,
Не так чисто, но прорезает. Дальше строгание алюминия. О. Ну что ж, в принципе, очень неплохо. Неплохо он выгрыз. Серейтор получил серьезное повреждение. Вот с этой стороны это можно хорошо видеть. Здесь вот прямо выгрызло кусок. А режущая кромка без проблем. Имеет только небольшое затупление, возможно. И все. На алюминии можно видеть, как он его грыз. Нормально так вот это все. Ну что, вполне нормально. Но я уже сейчас вижу, что лайнер-лок стал заходить дальше, чем изначально. То есть в работе он продвинулся дальше. Но опять же, это еще не приговор. Появился какой-то микролюфт. Вот так все нормально. Переходим к тестированию того, что производитель называет самым надежным замком на планете. 5 ударов обухом. Сложился. Фу. Ой, это надо видеть. Ой, вот этот автолаукс, он раньше был загнут буквой Г, а сейчас он просто плоский. Его просто выровняло. Ой, умор. Вот вам и... Ой, жопа. Ой. Ну еще 3 удара. Или не 3, еще 2. Сложился. Сложился. Окей. Ну, что интересно, видимо, лайнер просто соскальзывает с пятки, как это случается с некоторыми ножами. То есть он не гнется, он просто выскальзывает. Давайте передней частью. На 5-й раз он таки сложился. Ну а так выдержал ударчики. Неплохо, неплохо. Замочек стал заходить практически в самый конец. Окей. Ладно. Переходим к пробиванию металла. Оцинкованный металл 0,8 мм. Так. Кончик в принципе целый. Если присматриваться, то вот на его обухе, обух на кончике, вот если рассматривать, то, так, где наш фокус? Можно видеть, что он чуть-чуть загнулся. То есть деформация пошла небольшая на самом
острие. Ладно, переходим к оцинкованному металлу 1 мм. Нормально так. Вот эта гарда. Вот эта гарда, конечно, отдает по рукам очень сильно. Кончик в принципе в порядке. Я не вижу ухудшения. Нормальное острие на месте. Ну теперь нержавейка 1 мм. Это может быть удивительно, но ничего не произошло с кончиком. Кончик здесь довольно мощный. И ну как бы микро какая-то что-то деформация есть, но вот то, что в начале началось, после 0,8, вот этот вот заворот, вот он вот и остался. Это только в макро можно будет рассмотреть. Ну, переходим к ковырянию древесины. О. Опа, замок. Замок открылся только что. О. Так, ну что ж, проковыряли отверстие.
Во время этой работы замок неоднократно складывался. Вот. И опа. И кончик у нас отломался. Где-то миллиметр кончика просто отломался. Вот так вот неожиданно. Я даже не понял, в какой момент это произошло. Дальше у нас рубка. Опа! Это было опасно. Как он сложился. Есть небольшие люфты и горизонтальный, и вертикальный. Попытаюсь это показать. Это вот горизонтальный и вертикальный. Ну, вертикальный совсем слабый на самом деле. Вот. Заключительный тест — это батонинг. Во время батонинга нож сложился, и глядя на лайнер, я увидел, что он начал гнуться, его так закусило там, и с него начала снимать стружку. Кусочек вон там вот можно видеть. Продолжим еще чуть-чуть. Я думаю, достаточно. Появился большой горизонтальный люфт. И вертикальный тоже. Вот. Замочек у нас теперь стоит на самом конце. И вот теперь он, наверное, не сложится от ударов обух. Нет. О, вот. Ну вот, в принципе, вот этого я ждал. Лайнер заскочил между клинком и противоположным лайнером. Все, ну понятно. Хорошо. Проверяем остаточную остроту. Ну, в принципе, иногда что-то режет. Серейтор наш. Серейтор, в принципе, перестал работать.
То есть мне серейтором прорезать, наверное, тяжелее, чем вот прямой частью. То есть поэтому я вряд ли буду его использовать. Ну вот такой вот нож. Так вот он себя показал, интересно. Сейчас посмотрим на него в макро. Давайте посмотрим, что у нас имеется. Начинаем с клинка. И вот в плане покрытия должен сказать, что я приятно удивлен. Оно немножко потерлось на гранях, но держалось просто отлично. В плане стали, как AUS 8, например, она отработала очень неплохо также. То есть мы лишились маленького кусочка на кончике. Мы получили серьезное замятие вот здесь вот. Ну и естественно серейтор Вэфа весь выкрашился, но с ним это было ожидаемо, потому что он сведен в ноль. А вообще вот, ну, если взять только тесты режущей кромки, я могу сказать, что этот нож как для лома отработал очень хорошо. Ну, естественно, за все нужно платить. Люфты горизонтальный. Можно видеть, как клинок прыгает. И вертикальный. Но вертикальный люфт минимален. И это благодаря тому, что здесь очень мощные упоры, согнуть которые очень сложно. Это не какая-то упорная втулка там внутри. Это серьезная конструкция. Замочек наш. Вон там вот наш автолаукс. Вот его педалька. Сейчас я ее подвигаю. Как всегда, на самом интересном месте. Автолаукс. Он там вот. Он из упора превратился просто в плоскую пластиночку. Лайнер лок погнулся очень сильно. Ну и из-за разболтанности конструкции при нагрузке он теперь заскакивает между клинком и противоположным лайнером. Больше на рукояти никаких повреждений нет. Поэтому в целом я безусловно могу сказать, что приятные моменты в этом ноже были, но также были и не очень приятные, в основном связанные с громкими заявлениями производителя CRKT. Самый надежный складной нож на планете. Ага. Да-да. Ну, я буду восстанавливать этот нож, затачивать. И в заключительной части, конечно, поделюсь моими впечатлениями. Все. Бай-бай. Еще один интересный факт по поводу этого ножа. Я сейчас пока отдыхал, кушал фрукты, ну и крутил в руках этот нож, попытался его сложить и, естественно, понял, что на данный момент он находится в состоянии фиксида, то есть пружина выгнута и пальцами ее нельзя отогнуть. Но в то же время, как мы видели, если ударить обухом, то лайнер заскакивал между противоположной стороной и клинком. Тогда я просто, то есть у меня сейчас никаких даже ключей нет, ничего, просто ногтем взял и подкрутил вот этот вот винт, который под обычную отвертку. На данный момент люфта почти нет горизонтального. И, ну, то есть, если стукать этот нож, можно видеть, ну, то есть он не с первого раза туда залетает теперь. То есть вот это вот
Ситуация с таким вот винтом — это огромнейший плюс на ножах. То есть практически, ну, чем угодно, любой подручной вещью, какой-то монеткой всегда можно подтянуть осевой. И это классно. Ну что ж, больше вроде никаких хороших новостей пока нет. Пока. Хочу выделить несколько вещей, которые сразу бросились в глаза после разборки этого ножа. Первое — это шайбы. С каждой из сторон у нас имеется по 2 шайбы. Причем со стороны замка у нас 2 шайбы из цветного металла. Они разные. Одна такая более латунная, а вторая явно медная. А вот с противоположной стороны у нас тоже 2 шайбочки, но одна из них медная, а вторая явно пластиковая. Решение с шайбами на этом ноже мне не очень понравилось, по той причине, что каждая шайбочка в отдельности очень-очень тонкая. То есть они буквально какой-то бумажной толщины. И мне непонятно, зачем было ставить 2 шайбы, вместо того, чтобы взять и сделать одну толстую, крепкую, надежную шайбу. Далее, если смотрим на наш лайнер-лок, то недоумение вызывает вот эта вот огромная выборка в пластине лайнера. По моему пониманию, замок с такой огромной выборкой просто не может быть крепким и надежным. Замок довольно легко отогнулся плоскогубцами, но тем не менее вот это вот мне очень сильно не понравилось. Далее очень сильно бросается в глаза такая небрежная и грубая обработка пластин G10 изнутри. И, естественно, это не лицевая сторона, но все вот это вот безусловно влияет на общую подгонку деталей ножа. Особенно неприятно было это видеть в том районе, где вот выпилены места для системы AutoLaux. Можно видеть, что все так довольно грубо сделано. Тут вообще вот отломано что-то. И, пользуясь случаем, хочу показать, как выглядит система AutoLaux изнутри. Вот так вот она функционирует. Ну и тоже хочу сказать, что так вот, глядя на нее сейчас, какой-то особой уверенности она мне не внушает. И по поводу вот этой вот ступеньки, которая должна была фиксировать коленок, не разбирая нож, я был уверен, что она просто отогнулась, а сейчас я вижу, что эта часть AutoLaux просто отломалась. Ее нет. Здесь вот была такая ножка, которая поднималась вверх, и сейчас можно видеть просто слом в том месте пластины. Но кроме этого, в принципе, могу похвалить этот нож в том плане, что разбирается он элементарно, очень легко. Осевой винт у нас под обычную плоскую отвертку. Винтов немного, всего лишь еще 2 винтика. Конструкция крайне простая и не будет вызывать проблем в обслуживании, если понадобится разобрать, почистить этот нож в поле. Это мне понравилось. Но вышеперечисленные вещи, конечно, не порадовали. Все, пока.
Вот так вот нож выглядит после ремонта. И для начала расскажу, в чем заключался ремонт этого ножа. Значит, режущая кромочка и кончик были восстановлены вручную на водных камнях. Серейтор был восстановлен, насколько это возможно, с помощью специальной точилки фирмы CRKT. Система AutoLaux была удалена с ножа по причине ее абсолютной бесполезности после того, как она сломалась. И последнее — это лайнер, который я выгнул в обратную сторону. Но, безусловно, деформации в конструкции этого ножа произошли, и поэтому лайнер стоит в самом конце пяты клинка, и ничего с этим сделать уже нельзя. Основная вещь, которая мне отдельно понравилась в этом ноже, это удобство его разборки и обслуживания. Нож элементарно разбирается, никаких сложных механизмов здесь не присутствует, и с помощью буквально элементарных ручных инструментов можно сделать какой-то базовый ремонт. Кроме того, мне понравилось, что нож в конце этого тестирования остался единым целым. Не было ни одной катастрофической поломки, которую невозможно было устранить. Ну, кроме вот системы AutoLaux, но тем не менее она не влияет напрямую на эксплуатацию ножа. Поэтому, по большому счету, да, можно сказать, что этот нож всем своим видом показывает, что он самый крутой тактик. Ну, мы видели, что он не самый крутой тактик, но тем не менее за свои деньги я считаю его очень и очень достойным ножом, который имеет право называться тактическим складным ножом. Это крепкий, надежный, удобный нож. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.